ребята! Ну что ж, как поживает ваш первый месяц подготовки к Новому году? Я надеюсь, вы действительно выполняете все мои задания, все тренировки, которые я подготовила вам в прошлом календаре. Ну а сейчас у нас начинается декабрь, и это значит, что вас ждет новый календарь с новыми упражнениями, с новыми тренировками, которые я специально распланировала для вас, и, конечно же, моими советами к питанию. Также у вас будет возможность заработать призы от спортивного бренда Meal2Go, так что обязательно досматривайте этот ролик до конца, и вся подробная информация будет в описании под этим роликом. В прошлом ролике я вам дала такие базовые понятия о правильном питании, советы, но давайте все-таки немножко углубимся для тех, кто действительно хочет что-то изменить в своем рационе и вообще в своей жизни. Первый совет, который я хотела вам дать, это действительно не пропускать никогда перекусы, потому что у вас есть 3 основных приема пищи. Все это знают: завтрак, обед и ужин. Но между ними у вас обязательно должен быть перекус. Это могут быть бананы, яблоки, орехи, какой-то йогурт. Конечно же, в зависимости от того, когда у вас этот перекус. К примеру, если он в вечерней половине дня, то, конечно же, лучше, чтобы он был более белковым или, допустим, клетчатки там было больше, то есть поменьше углеводов. И в этом плане мне очень помогает на самом деле спортивное питание, потому что не всегда у меня с собой есть бананы или что-то свежее и полезное, действительно, потому что обычно перекусы у нас как раз перекусы бывают из чего-то неполезного, какая-то шоколадка. Спортивное питание в этом плане действительно делает свое дело. Следующее и очень важное правило – это планирование вашего рациона. На самом деле очень мало людей придерживается какого-то плана. И я не говорю сейчас плана на неделю, покупок или даже на месяц, я говорю хотя бы про один день. Вот вы, допустим, утром встаете, и вы не знаете, что вы будете есть. Многие, конечно, планируют свой завтрак с самой ночи, это, к примеру, я. Но постарайтесь распланировать хотя бы примерно, что вы будете есть в течение дня. Старайтесь заехать в магазин и купить необходимые для вас продукты. Это гораздо облегчит вам вашу жизнь, и питание действительно будет правильным. Я никогда не запрещаю себе есть хлеб, если мне хочется, сахар, какое-то сладкое. Главное знать меру. И вот эта мера действительно для вас должна быть очень важной и очень главной. Вы должны себя контролировать. Но есть какие-то продукты, с которыми нужно быть немножечко осторожнее, в особенности, если вы худеете. Первый продукт – это виноград, от которого я просто чувствую вздутие живота и пресса просто как не бывало. Следующий продукт – это чай. Я стараюсь его как можно меньше пить, в особенности добавлять туда сахар. Следующее – это молочка. От молочки я практически здесь отказалась. Ее, в принципе, не так уж и здесь и много в США. Но я чувствую, что, допустим, если я молочные продукты, к примеру, творог поем перед сном, то на утро я отекаю. Все индивидуально. И следующее – это вода. То же самое. Если я очень много попью воды перед сном, на утро, опять же, пресса как не бывало. Следующая беда, которая возникает в основном у новичков, это как побороть тягу к сладкому. Я лично себя не считаю такой прям сладкоежкой, которая не может пройти мимо торта, но все-таки у меня есть такая немножко привычка, когда я, допустим, съем основной прием пищи, вот хочется, и особенно если пьешь чай, хочется чем-то сладеньким подкусить, и я нашла выход из этого положения. Я делаю выпечку, допустим, какие-то пироженки, кексы, там, пироги, и добавляю вместо сахара протеин. Это может быть обычный протеин, концентрат или изолят, или, допустим, если это вечером вы что-то хотите покушать, вы можете добавлять, опять же, казеин вместо подсластителя. И эта вкусняшка, которую вы сами сделали, становится даже полезнее. Тем более вы знаете, что находится в ингредиентах этого рецепта. Ну и последнее, то, с чем я тоже вместе с вами борюсь, это не вознаграждать себя за хорошую тренировку, за то, что, допустим, вы скинули какой-то лишний вес или у вас ушли какие-то сантиметры, не вознаграждать себя едой. И я понимаю, что если я сейчас съем какую-то вкусняшку или какую-то гадость, вот мне будет от нее хорошо, но я понимаю, что я сейчас делаю шаг назад. Вот я, допустим, сделала сейчас тренировку, и от 100% тренировки у меня ушло, допустим, 30-50% этой тренировки, будто я практически не занималась. Вот я даю себе такое наставление, и мне хочется как-то меньше, если честно, вознаграждать себя едой. Уж лучше я пойду посмотрю на себя в зеркале, как у меня прорисовался пресс, к примеру, после тренировки, или что у меня есть результаты после тренировки. И знаете, как-то меньше хочется есть гадости. Поэтому, опять же, старайтесь себе давать такой настрой, именно такой настрой, когда вам хочется съесть какую-то гадость. А сейчас мы приступаем к календарю тренировок на декабрь, который вас подготовит к Новому году, чтобы вы шикарно смотрелись в вашем вечернем платье.
Я очень надеюсь, что вы будете следовать моему плану тренировок. Обязательно пишите ваши впечатления и не забывайте, что вы можете выиграть отличнейшие призы от бренда спортивного питания Meal2Go. Эти ребята действительно помогут вам достигнуть желаемых результатов и помогут упростить ваше правильное питание. Не забывайте, что все подробности в описании под этим роликом. И мы с вами встретимся совсем скоро. Всем удачи! Пока-пока!